Друзья, всем привет! В минувшее воскресенье прошли парламентские выборы в Армении, на которых выиграла партия «Гражданский договор» под руководством проевропейского политика Никола Пашиняна. Она набрала чуть менее 50% голосов избирателей и выиграла на этапе парламентских выборов. Даже на фоне открытого давления со стороны Кремля, экономического шантажа В таможенном союзе с Евросоюзом или с Евразес невозможно. В новом разборе я рассказываю, что на самом деле происходило в Армении во время парламентских выборов, откуда взялись слухи о подтасовках прямо в день голосования, реально ли евроинтеграция Армении, у которой даже нет границ с Евросоюзом, и, наконец, может ли давление на Армению перерасти в нечто большее, чем просто санкции. Блок 1. Результаты. В этот раз на выборах участвовали 4 партии. И, если честно, интрига была, как перед матчем, на который одни игроки пришли в форме, а другие — голышом и в шлепанцах. На первом месте оказалась партия «Гражданский договор». Она завоевала выбор у 49% избирателей, заняв первое место и победив на этапе парламентских выборов. На втором месте оказалась партия «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном с колоссальным отрывом в 23%. Явка в этот раз на выборы составила 59%. Это около 1,5 миллиона всех жителей Армении. Второе место — это не успех. Это сокрушение, которое имеет красивую цифру. В тройку лидеров вошла также партия «Блок Армения» во главе с Робертом Кочаряном 9,9% голосов. Роберт Кочарян — это бывший пророссийский президент Армении, бывший тяжеловес, теперь просто бывший. На последнем месте, еле перешагнув барьер, оказалась партия «Процветающая Армения» Гарика Царукяна. В голосовании приняли участие почти 1,5 миллиона человек. Это самое высокое число явки за последние годы. Хватило ли Пашиняну? Теперь самое интересное. Пашинян победил. Но насколько? По правилам избирательной системы в Армении победитель автоматически получает 54% депутатских голосов, так называемого стабильного парламентского большинства. Это у Пашиняна есть. Но есть и планка повыше, которая ему недоступна. Для принятия конституционных законов нужно не менее 3/5 голосов, как минимум 61 мандат из 101, математически, а юридически на самом деле 70. Этого у Пашиняна, судя по результатам выборов, нет. А значит, менять Конституцию, проводить референдум о вступлении в ЕС и принимать значимые законы Пашинян один не может. Придется договариваться. Выборы в Армении прошли нечисто. Противники Пашиняна заявляли о давлении на избирателей, махинациях, использовании административного ресурса. Самого премьер-министра Пашиняна обвиняют в преждевременном объявлении себя победителем. В Твиттере он выложил видео с саундтреком «We are the champions». Блок Кочаряна заявил, что избирательная кампания проходила в условии ареста оппозиционеров, а также беспрецедентного использования административных ресурсов. Блок обещал оспорить выборы. Фактчекеры фиксировали прокремлевскую схему «Матрешка», когда один и тот же факт тиражировался десятки раз по разным СМИ одновременно. Блок номер 4. Путин проиграл. Москва сделала все, что могла, и проиграла. Аналитики фиксировали дезинформацию в сети, прокремлевские нарративы, хакерские атаки и изображения сотрудников с Запада как угрозу для Армении. Незадолго до парламентских выборов в Армении РФ запретила импорт определенного числа сельскохозяйственных продуктов, а также знаменитого армянского коньяка и вина, что создало угрозу для Армении. Кремль уже направил Еревану письмо с предупреждением. В случае вступления Армении в ЕС поставки газа, нефти и алмазов из России прекратятся. Путин фактически связал войну против Украины с ее европейским выбором. Путин намекнул на то, что Ереван может ждать похожий сценарий. Лукашенко добавил, в Украине все начиналось точно так же. В Украине что ровно так начиналось. Блок номер 5. 2 стула. Что дальше ждать от Кремля? Торговая война уже идет. Следующий логичный шаг — газовый вентиль. Россия — это единственный поставщик в Армению газа. И письмо с предупреждением уже направлено. После газа давление через УДКБ, Азербайджан или через диаспоры. У Москвы инструментов много.
При этом балансирование продолжается. После победы на выборах аналитики считают, что Пашиняну следует съездить в Москву, чтобы убедить Путина, что из ЕС Армения выходить не намерена. Военного вторжения в Армению, скорее всего, не будет. И вот почему. Ядерный сценарий из серии политического шантажа, а не реальной угрозы. Часть переговорной политики Путина такова. Он любит пугать всех подряд. Армения — маленькая страна. Ядерный удар по Армении обозначал бы для субъектности РФ конец в мировой политике. Пашинян говорит: «Мы не выбираем между Россией и Евросоюзом». Звучит красиво, но давайте честно, долго так не бывает. Молдова пыталась балансировать, Грузия продолжает кое-как. Украина в первое время балансировала, но понятно, что стало. Поэтому Пашинян говорит: «Мы остаемся в ЕАЭС». А Европе он говорит: «Мы двигаемся в ЕС». В какой-то момент обстоятельства заставят вас сделать выбор. Обстоятельства заставят сделать выбор и Пашиняна. Он это понимает, и поэтому говорит: ЕАЭС, мы остаемся, а ЕС, мы двигаемся. Это не лицемерие, это выживание маленькой страны в большой геополитике. Вопрос в том, сколько еще этот баланс продержится. Блок 6. ЕС и очередь. Пашинян сказал о вступлении в Европу, но давайте честно. В марте 2025 года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Пашинян пообещал безвизовый режим с Европой уже через 2 года. Но есть нюанс. Армения — страна без выхода к морю, окруженная Турцией, Азербайджаном и Ираном, ни одна из которых не входит в Европейский Союз. Физической границы с ЕС у Армении нет. Это не Молдова и не Украина, которые гипотетически могли бы достучаться до восточного фланга. И тут уместно сказать кое-что важное. Очередь в ЕС вообще-то очень длинная. И стоят в ней давно. Сербия подала заявку еще в 2009 году, а Турция и вовсе в 1987. И официальным кандидатом Турция стала только с 1999 года. Менялись правительства, ЕС то открывал переговорные главы, то замораживал их. Принимать новых членов Евросоюз пока что не спешит. Турцию так и не приняли. Сейчас переговоры фактически заморожены. И это прямо касается Армении. Турция — страна НАТО, и у Турции с Арменией своя болезненная история. Геноцид, закрытие границы, десятилетия без дипломатических отношений. Если Армения когда-нибудь всерьез постучится в двери ЕС, то перед ней окажется Анкара с правом вето. Пашинян сказал прямо: референдум о вступлении в ЕС состоится только тогда, когда появится предмет, время и место для референдума, то есть после официальной подачи заявки. Заявки пока нет. Очередь длинная, и никто не обещал, что Армению пропустят вперед. Так реально ли вообще евроинтеграция Армении? Честный ответ. В горизонте 10 лет маловероятно. В горизонте 20 лет возможно. Прецеденты есть. Страны ждали по 20-30 лет и все равно вступали. Но для Армении путь сложнее, чем для балканских стран. У нее нет физической границы с ЕС. Есть зависимость от российского газа, что является отталкивающим фактом. Есть незакрытый мирный договор с Азербайджаном, что тоже мешает вступлению в Евросоюз из-за конфликта. Есть Турция с правом вето в НАТО. Переговор. Это лишь список домашних заданий, которые предстоит выполнить Армении, чтобы иметь возможность вступления в ЕС. И судя по явке 7 июня, армяне готовы сделать эти задания. Аналитики при этом ожидают: первым делом Пашинян поедет в Москву убеждать Путина, что из ЕАЭС он выходить не собирается, и Армения остается в Евразийском экономическом союзе. Балансирование продолжается. Подытожив, я бы хотел отметить главное. Эти выборы сравнивают с молдавскими, и неспроста. Молдова тоже сделала европейский выбор под давлением России, под угрозами, под информационными атаками, и устояла. Армения сейчас делает то же самое. Народ проголосовал. Почти 60%. Вдумайтесь, народа Армении пришли на участки. Это не апатия, это позиция. Люди проголосовали ногами. Точнее, руками.
5 вопросов и 5 неудобных ответов. Армения сделала выбор. Теперь посмотрим, позволят ли ей его реализовать. Я Кирилл Литвин, это был канал Кикари. Подписывайтесь. Здесь все важное, что нужно знать без лишних слов. До завтра.